В этом выпуске «Автотрендов» история самого большого в мире серийного пикапа. И это не Ford F650. Дело в том, что все вот это, и вот это в том числе, не более чем проделки тюнеров-кастомайзеров, которые за ваши деньги превратят в пикап все, что угодно. В отличие от настоящих серийных пикапов, таких, например, как Ford F350. Модель F650 с самого момента своего появления и до настоящего времени поставляется клиенту в форме голого шасси с полностью оснащенной кабиной. По большому счету, F650 — это коммерческий грузовик класса Medium Duty, не имеющий никакого отношения к серийным пикапам. Однако машина, о которой пойдет речь в этом выпуске, уже с завода поставлялась в форме традиционного, полностью готового к использованию пикапа. Будучи сопоставимой по размеру с кастомными траками F650, эта модель была и до сих пор остается самым большим серийным пикапом, когда-либо существовавшим. Знакомьтесь, International XT, он же Extreme Truck. Как обычно, начнем наш рассказ издалека, с 1957 года. Именно тогда в продажу поступила модель International Harvester Travelette. Разумеется, компания выпускала пикапы и до 1957 года. Строго говоря, она всегда производила пикапы. Но Travelette был особенным. Он стал первым массовым послевоенным американским пикапом типа Crew Cab. Поначалу Travelette был трехдверным. Но уже в 1961 году машина обзавелась четвертой полноценной дверью, значительно облегчившей посадку в кабину, которая могла вместить 6 человек. Хотя Travelette относился к классу Light Duty, он был большим, очень большим для своего времени грузовиком, с длиной кузова в 6 с небольшим метров и шириной в 2 метра ровно. А еще он был слишком тяжелым и слишком прожорливым. И по этой причине конкуренты из большой детройтской тройки не спешили представлять свои аналогичные модели. Так, пикап Dodge Crew Cab вышел в 1964-м, Ford в 1965-м, а Chevrolet влился в эту компашку и вовсе лишь в 1973 году. International Travelette никогда не продавался в больших количествах. Он был снят с производства в 1975 году вместе с остальными легкими грузовиками в рамках мер по снижению издержек и упразднению малоприбыльных продуктов. Компания International Harvester больше никогда не выпускала легкие пикапы. В 1986 году не стало и ее самой. На обломках International Harvester возникла новая корпорация Navistar International, которая сосредоточилась на выпуске тяжелой грузовой техники. И техника эта по очевидным причинам была предназначена для транспортного бизнеса и организаций, но никак не для обычного гражданского потребителя. Однако осенью 2004 года компания объявила, что возвращается в сегмент гражданских автомобилей с полностью новой моделью International CXT, то есть Commercial Extreme Truck. Несмотря на присутствие слова «коммерческий» в названии и поистине исполинские размеры, для управления этой машиной не требовалась специальная коммерческая водительская лицензия. Производитель специально позаботился об этом, указав максимально допустимую полную массу транспортного средства в 25 999 фунтов, тогда как коммерческие права CDL требуются для грузовиков с полной массой более 26 001 фунта. International CXT стал самым тяжелым, с массой в 6,5 тонн, и самым большим в мире серийным пикапом с общей длиной в 655 сантиметров, шириной в 243 сантиметра и высотой в 2 метра 74 сантиметра. Как вообще могла появиться идея запустить в серию такого мастодонта? Самый простой ответ – времена были такие. В начале нулевых американская экономика была на подъеме. Рынок SUV и пикапов переживал настоящий бум. Гибридный и уж тем более электрический транспорт все еще был уделом небольшой группы повернутых на экологии фанатиков, и размер машины действительно имел значение, по крайней мере для некоторых. И число этих некоторых было куда больше числа приверженцев зеленых технологий. Позвольте напомнить, что в 2002 году дебютировал Hammer H2, также совсем не маленький автомобиль. И к 2003 году его продажи достигли пика с тиражом более 34 000 экземпляров. А под знаком 2000 модельного года в продажу поступил новый Ford Excursion,
По сути дела, семейный SUV огромнейших размеров. И уже в первый модельный год эта монструозная махина разошлась с тиражом более 50 тысяч единиц. В общем, спрос на большие машины был, и маркетологи из Navistar решили этим воспользоваться. Вот только сделано это было самым необычным способом. Наверняка у компании имелись все компетенции и экспертиза, чтобы без особого труда запустить в продажу более-менее стандартные легкие пикапы или даже SUV, которые могли бы составить конкуренцию тем же Silverado, Ram или EF-серии в условиях бурно растущего рынка. Но нет, Navistar пошла своим путем. И для своего первого в 21 веке пикапа взяла за основу среднетоннажный грузовик предпоследнего 7-го класса грузоподъемности International 7300, который впоследствии был переименован в Workstar. По словам Роба Свима, маркетингового директора компании, CXT в первую очередь был громким заявлением. Заявлением о том, что спустя 100 лет после основания бренда грузовики International продолжают эволюционировать и поставлять клиентам непревзойденные инновации. В общем, все это было не более чем имиджевым, рекламным проектом, растянувшимся на несколько лет. CXT был предложен либо в 4-дверном исполнении Crew Cab, либо с 2-дверной кабиной Extended Cab. Грузовой отсек был позаимствован у фордовского пикапа F350 Super Duty. Опционально даже предлагалась возможность установки гидравлической системы для подъема кузова, что фактически превращало пикап в самосвал. Заявленная грузоподъемность модели составила 5200 кг, а вот совокупная тяговая способность аж 20 тонн. По сути дела, CXT был достаточно серьезным грузовиком, имевшим к тому же достаточно роскошное оснащение. Кожаное сиденье с пневмоподвеской спереди и возможностью трансформации в полноценный диван сзади, отделка натуральным деревом, телевизор и DVD-проигрыватель – все это и многое другое было доступно на CXT. В движение грузовик приводился 7,6-литровой турбодизельной шестеркой DT466 от Navistar мощностью от 220 до 310 лошадиных сил в зависимости от комплектации. Пятиступенчатый автомат Эллисон передавал крутящий момент на все колеса, а момента было много. Даже в базовом исполнении двигатель выдавал 732 ньютон-метра, и согласно пресс-релизу, этого было достаточно для того, чтобы сдвинуть с места все, что вы догадаетесь прицепить на фаркоп. Единственное, о чем производитель предпочитал не слишком распространяться, так это расход топлива, составлявший, если верить некоторым источникам, 47 литров на сотню километров на трассе и невообразимые 117 литров в городе. Уже в 2005 году на Чикагском автошоу была представлена вторая версия пикапа International под названием Recreational Extreme Truck или RXT. В отличие от CXT, которые позиционировали прежде всего как некий рекламный проект или имиджевый выставочный стенд для владельцев разнообразных бизнесов, рекреационный экстремальный грузовик RXT был нацелен именно на гражданских покупателей, которым хотелось бы не только выделяться из общего потока на дороге, но и использовать машину как тягач, к примеру, для яхты или автодома. RXT был сильно похож на CXT, однако в качестве основы он использовал грузовик не 7-го, а 6-го класса International 4200, впоследствии превратившийся в Durastar. Машина выглядела чуть более цивилизованно и менее брутально, хотя и была длиннее, чем CXT. От бампера до бампера RXT растянулся аж на 690 сантиметров. При этом грузоподъемность увеличилась до 5900 кг. Однако сам пикап стал легче почти на 1,5 тонны. В движение RXT приводился 6-литровым турбодизельным V8 мощностью в 233 лошадиные силы. Имея стартовую цену в $70 тысяч, International RXT был на 23 тысячи дешевле, чем базовый CXT. В 2007 году в продажу поступила третья и финальная модель из серии International Extreme Truck – MXT. В отличие от двух предыдущих, этот пикап не использовал архитектуру серийных грузовиков International, но базировался на шасси армейского внедорожника MXT-MV.
разработанного специалистами подразделения Diamond Force Engineering, входящего в состав Navistar International и занимающегося производством военной техники. В названии гражданской версии MXT зашифрована фраза Military Extreme Truck, хотя некоторые источники обозначают модель как Most Extreme Truck, то есть самый экстремальный грузовик. MXT позиционировался как внедорожная машина, поскольку оснащался системой постоянного полного привода, а вместо 6 колес на версиях CXT и RXT имел лишь 4, обутых в серьезную зубастую вездеходную резину. Отличительной особенностью MXT также стали высокие передние крылья, поднятые почти до уровня капота, что, очевидно, должно было положительно отразиться на проходимости. Внедорожный пикап уже в базовой форме имел достаточно приличное оснащение с кожаными сиденьями, крутой музыкой и опциональным DVD-проигрывателем, однако топовая комплектация MXT Limited была дополнена такими прелестями, как подогревы 4 раздельных сидений с электроприводами, потолочные телеэкраны или встроенная игровая приставка Sony PlayStation 3. MXT был самым маленьким в серии. Его длина составила лишь 640 сантиметров, а высота 2 метра 31 сантиметр. Тем не менее, машина была все равно гораздо более крупной, чем аналогичная по концепции грузовая версия Hammer H1. Пикап International был на 30 сантиметров выше Хаммера и на все 170 сантиметров длиннее. Также MXT был самым легким в серии XT, имея снаряженную массу в 4,7 тонны. Тяговая способность пикапа составила всего 9 тонн, в 2 с лишним раза меньше, чем у CXT. Компания Navistar планировала продавать всего по 200 экземпляров пикапов International серии Extreme Truck в год и в лучшем случае выйти на тираж в 300 единиц. Однако даже этих скромных цифр так и не удалось достичь. К сожалению, CXT и его собратья были не более чем огромными дорогими игрушками, обладание которыми в реальном мире имело слишком мало смысла даже для тех, кто мог такую игрушку себе позволить. К тому же, уже во второй половине нулевых спрос на все большие, галлонами пожирающие топливо внедорожники начал резко снижаться. Финансовый кризис 2008 года поставил в короткой истории самого большого пикапа в мире жирную точку. Вряд ли всю эту авантюру с экстремальными траками можно назвать коммерческим провалом с точки зрения производителя. Компания и так не собиралась продавать этих бегемотов в больших количествах, а свою порцию славы и рекламы она все-таки сумела получить и на выставках, и в прессе. Корпорация Navistar International продолжила делать то, что получалось у нее лучше всего – строить настоящие рабочие грузовики. Совсем недавно, в сентябре 2024-го, состоялся ребрендинг, и Navistar International превратилась в International Motors. Самой легкой моделью в линейке сегодня выступает среднетоннажный грузовик International CV, который, так же как и фордовский F650, можно без особых усилий превратить в пикап, лишь бы были деньги.